Приветствую всех любителей марки BMW, с вами Владимир Потанин и новый выпуск передачи BMW 97. И сегодня вы увидите очень интересный автомобиль, который пришел к нам из завтрашнего дня. Встречайте BMW i8. Официально автомобиль представили в 2013 году в Германии. Перед вами самый сложный с технической точки зрения автомобиль от компании BMW. При этом производителю удалось поставить ее на конвейер, именно в серийное производство, всего за 36 месяцев. Я неоднократно упомянул слово «серийный», и сделал я это не просто так. Многие до сих пор считают, что i8 это концепт-кар, что i8 это шоу-кар, то есть это та машина, с которой BMW таскается с одной выставки на другую. Но на самом деле это не так. Машина полностью серийная. Вы сейчас можете открыть шкаф, взять оттуда 10 миллионов рублей, минимум 10 миллионов рублей, и поехать к официальному дилеру купить себе такой автомобиль. Откуда я вообще взял такую информацию, что многие воспринимают ее за концепт? Как только я выкладываю фотографии этой машины у себя в группе, то сразу вижу там такие комментарии. Что за модель, когда она появится, что это за рендер, то есть люди действительно воспринимают это концепт-каром. И связано это в первую очередь с ее дизайном. То есть машина получилась действительно машиной будущего. Я, в принципе, понимал это, когда просто видел ее в городе, когда видел ее официального дилера. Но еще больше я это понял, как только я сел за руль этого автомобиля. Я вам скажу даже больше. Я ее пытался завести 4 раза, эту машину. Оказалось, что она уже заведена и можно было ехать. То есть вот вроде бы я такой заядлый БМВшник, но даже для меня это конечно, революция. И на самом деле над этим кузовом работали не только дизайнеры, работали не только маркетологи. Здесь очень серьезную работу провели инженеры BMW. И сейчас я расскажу вам подробно все технические особенности этого автомобиля. Давайте начнем с кузова этого автомобиля. Он устроен очень интересным образом. Он состоит из двух частей. Первая часть — это алюминиевая основа. На ней у нас установлена подвеска, два двигателя, но об этом чуть-чуть попозже. Естественно, аккумуляторные батареи. Вторая часть кузова — это так называемый пассажирский отсек. Он сделан полностью из карбона. Мы сейчас откроем дверь, я вам покажу. Может быть, это выглядит не совсем эстетично, но с технологической точки зрения это, конечно, прорыв. Для чего немцы это сделали? Во-первых, нужно было как-то компенсировать вес дополнительного электродвигателя и самих аккумуляторных батарей, которые здесь установлены. Поэтому карбон позволяет вес экономить очень сильно. Он примерно на 50% легче, чем сталь, и на 30% легче, чем алюминий. Также в этой машине все болты, которые здесь присутствуют, они сделаны тоже из алюминия, то есть стальных болтов вы здесь не найдете. Это позволило сделать вес этого автомобиля примерно 1400 килограмм. При этом нужно было бороться не только за вес, но и нужно было показать, что это на самом деле автомобиль BMW. Он должен рулиться, он должен дарить те положительные эмоции, которые требует от него покупатель. И машина с этим полностью справляется. Во-первых, это развесовка. У кузова идеальная развесовка 50 на 50. Во-вторых, у него очень низкий центр тяжести. Это тоже способствует хорошей управляемости автомобиля. И что немало важный момент, у него просто потрясающий коэффициент аэродинамического сопротивления воздуху. И самое интересное, многие производители, когда они делают свои машины и тестируют их, вот в этой номинации, да, коэффициента аэродинамического сопротивления, они берут скотч и заклеивают вот эти вот зазоры. То есть, такая маленькая уловка от производителя. С BMW i8 этого не делали. То есть здесь эти измерения проходили по-честному. Давайте начнем по порядку, расскажу вам про переднюю часть этого автомобиля. Здесь есть очень интересный момент, и связан он с оптикой i8. В качестве опции вам впервые доступны лазерные фары от BMW. И я честно вам скажу, что это настоящая революция. Какие у них преимущества? Во-первых, фара светит в 2 раза дальше. Во-вторых, сам луч света он в 5 раз ярче, чем у обычной ксеноновой фары. И также у нее связаны преимущества снова с весом. То есть здесь нет блоков розжига, каких-то дополнительных элементов, которые утяжеляют этот автомобиль. Вроде бы мелочь, но если говорить про каждый элемент, там сэкономили полкилограмма, там 200 грамм. В итоге это действительно приводит к тому, что машина начинает весить легче. Также интересный момент связан со всеми узнаваемыми ноздрями от BMW. Многие считают, что это просто бутафория, но на самом деле это не так. Там стоят специальные электронная система, которая управляет этими заслонками. То есть автомобиль потребляет столько воздуха, сколько ему необходимо, ничего лишнего. Сделано это было специально, чтобы снизить коэффициент лобового сопротивления.
И это еще один инструмент, который позволяет улучшить аэродинамику машины. Какие интересные элементы нас ожидают с боковой части этого автомобиля? Первое, хотел вам показать, что здесь снова шла борьба за вес. Переднее крыло у нас пластиковое. На нем, кстати, располагается электробак автомобиля. Можете посмотреть. Таким образом происходит дозарядка электромотора. У нас пластиковые стойки, вот эти сами накладки на стойки из пластика. Пластиковое заднее крыло. Единственное, что металлическое здесь присутствует, это алюминиевая дверь. Немного хотел рассказать вам про привод этого автомобиля. Машина полноприводная. На передней оси у нее расположен электродвигатель. На задней оси расположен бензиновый двигатель. То есть это такая гибридная силовая установка. Они могут работать в паре, могут работать по отдельности, но привод у машины постоянно полный. Немножко можно уделить внимание тормозной системе. Здесь у нас стоят обычные стальные диски, то есть не керамика. Здесь как бы никакой революции BMW решили не применять. Ну, единственное, передние саппорта у нас 4-поршневые. Еще одной интересной особенностью является то, как открываются двери этого автомобиля. В принципе, этим никого уже не удивить. Это такие старые ламбо-двери, которые присутствовали еще давно. Я даже помню Lamborghini Countach. Там вот по такому принципу открывались они. Единственное, что я бы, допустим, если бы я был инженером этого автомобиля, я бы добавил доводчики. То есть прикольно, если бы эти двери открывались и закрывались автоматически. Перейдем к задней части i8, расскажу вам про двигатели, которые установлены на этот автомобиль. Бензиновый двигатель у нас установлен в задней части автомобиля, то есть такая классическая компоновка для спорткара. Но, к сожалению, показать я вам его толком не смогу, потому что он полностью, видите, закрыт вот этой облицовкой. Можно будет вот только вот так понять, что там располагается. Для того, чтобы вам его показать, мне нужно будет разобрать пол автомобиля. Единственное, что я заметил, что вот эта вот обшивка очень сильно греется. Но давайте все-таки поговорим о нем. Вот пусть и визуально это будет выглядеть так смешно. Одену очечки, иначе я уже ничего не вижу. На заднюю ось у нас установлен бензиновый двигатель. Он имеет индекс B38. У него всего 1,5 литра объема. Всего 3 цилиндра. Ну, естественно, он турбированный. В нем 231 лошадиная сила и 320 ньютонов крутящего момента. И когда я читал характеристики этого мотора, я почему-то вспомнил старый добрый М54. Почему я их ассоциировал? Во-первых, у них одинаковое количество лошадиных сил, 231. Во-вторых, это двигатель ровно в 2 раза меньше М54 на 3 цилиндра и на 1,5 литра объема. Для чего я привел эту аналогию? Чтобы показать, как движется революция вперед. Вот вроде бы мотор в 2 раза меньше, но он показывает такие же технические характеристики. Не знаем, что будет с надежностью, потому что М54 всех радовал. Посмотрим, со временем пройдет лет 5-6, как будет себя вести этот мотор. Но несмотря на маленькие объемы этого мотора, он подарил компании BMW очень много международных, самых серьезных наград. Двигатель B38 в 2015 году был признан самым лучшим двигателем в мире. Он был признан самой лучшей новинкой года. Он выиграл номинацию среди двигателей маленького объема, то есть от 1.4 до 1.8. Он занял почти все призовые места вот на этом престижном конкурсе. Также благодаря этому мотору i8 становится самым экологичным автомобилем 2015 года. На передней оси у нас установлен электродвигатель. Он выдает 131 лошадиную силу и 250 ньютонов крутящего момента. В паре эти моторы выдают 362 лошадиные силы. И это позволяет этой машине разгоняться до 100 км в час всего за 4,4 секунды. Это такие технические показатели, которые способны, по крайней мере, вот в этой номинации до 100 км в час уничтожить BMW M5 E60, уничтожить M3 E92. И что немаловажно, он позволяет ездить очень экономично. Расход топлива в городе всего 2,5 литра на 100 км в час. Вы просто вдумайтесь, 4,4 до 100 это реально показатели спортивных автомобилей. И всего 2,5 литра на 100 км в час. Запас хода, если вы заправили полностью бак, он объемом 30 литров, и полностью зарядили аккумуляторной батареей, на это нужно 3 часа. Запас хода 440 километров. Это в принципе немало. Запас хода только электродвигателя примерно 30 километров. Но я думаю, что в Москве, наверное, еще меньше будет. То есть тут многое зависит от температуры, от того, какая плотность движения в городе. Подведем итоги. Вы едете очень быстро, вы не загрязняете окружающую среду, и при этом вы не расходуете топливо. Я считаю, что это будущее. Еще интересной особенностью задней части этого автомобиля являются вот эти вот элементы. Ну, во-первых, они смотрятся очень красиво, с эстетической точки зрения радует глаз. Но также это снова у нас рабочий инструмент. Вот здесь у нас проходят воздушные потоки, и они способствуют улучшению аэродинамики автомобиля. Ну и хотел вам показать, что здесь у нас присутствует второй бак.
То есть у нас один я вам показывал слева, там, где вы можете дозаряжать ваш автомобиль. А здесь у нас привычный бензобак для того, чтобы заправлять бензин. Когда я сел за руль i8, первое, о чем я подумал, что я нахожусь за рулем космического корабля. Дизайн, конечно, очень такой получился футуристичный. И машина очень интересная. На нее смотрит каждый человек, который вот проходит, показывает нам палец вверх, восхищается этим автомобилем. И связано это с двумя причинами. Во-первых, она выглядит как спорткар. А во-вторых, она выглядит слишком современно. То есть даже вот я ездил на многих автомобилях, быстрых, современных, там на Ferrari, на Lamborghini, и даже на них люди не реагируют так, как они реагируют на i8. Если вас первый раз посадить за руль i8 и будет работать только электродвигатель, я уверен, что вы подумаете, что машина не заведена. У меня именно так же и произошло. В начале ролика я об этом говорил, я несколько раз долбил по кнопке старт-стоп, пытался завести эту машину. Потом понял, что она заведена, достаточно было включить драйв. Кстати, джойстик у нас привычный, всем узнаваемый. Кнопки тоже, вы их видели во многих моделях BMW. И многие критики, да и я тоже, считают, что это было сделано специально. Они не стали делать здесь какой-то дополнительной революции, чтобы полностью не уничтожить, вот с точки зрения времени, другие автомобили от BMW. Когда работает только электродвигатель, машину вообще не слышно. То есть в салоне абсолютная тишина. Но как только вы переводите селектор в режим спорт, просыпается бензиновый малыш. И вот изначально я думал, что звук от него будет, ну, честно говоря, такой не очень. Он не сравнится вот с этими монстрами, привычными нам, которые устанавливаются в спорткары V8, V10. Но на самом деле это не так. Звук потрясающий, такой острый, формульный звук. Очень приятный звук от этого мотора. Но теперь поговорим про самое интересное, про динамику этого автомобиля. Переключаем ее в режим спорт, и она валит просто не по-детски, ребята, она просто уничтожает. Я считаю, что динамика у нее потрясающая, при этом машина рулится. Это действительно спорткар, ты понимаешь, что это действительно BMW. И самое приятное, что я сейчас понимаю, что у меня почти не расходуется топливо. Я разгоняюсь до сотни за 4,4 секунды и экономлю деньги. Сегодня i8 себе может позволить купить только очень состоятельный человек. Я уже в начале ролика говорил, что она стоит примерно 10 миллионов рублей в базе, соответственно, в хорошей комплектации будет стоить намного дороже. Это такой Prius для богатых людей. Я уверен, что сейчас ее уже начнут покупать все звезды, показывать, что они якобы заботятся о экологии, а на самом деле они ее покупают вот за вот этот вот момент. Prius такого не может. И при этом, вот если ее сравнивать с Теслой, наверное, у многих эта машина будет сейчас ассоциироваться с Теслой, происходить какие-то такие конкурентная борьба. Тесла не выглядит эстетически так красиво. Вот я ее неоднократно видел в городе, и такое ощущение, что просто проехала какая-то машина. Этот же автомобиль, как я уже сегодня опять же говорил, он очень сильно привлекает внимание. Если у меня были бы лишние 10 миллионов рублей, я думаю, что я себе такую машину бы купил. Да, я понимаю, что есть спорткары, которые едут намного лучше. Да, я понимаю, что есть спорткары, которые рулятся лучше. Но у этой машины свой прикол. По сути, у нее вообще нет конкурентов. Она уникальная машина. Уникальные технологии, уникальные характеристики. Очень потрясающая машина. Я вот сегодня ехал на этот обзор с большим интересом. Мне было самому интересно изучить эту машину, покататься на ней, понять, работа здесь маркетологов либо инженеров больше была проведена. И я однозначно скажу, что над этой машиной работали инженеры не меньше, чем маркетологи. На i8 устанавливается классический автомат, это не роботизированная коробка. Здесь, естественно, есть все необходимые опции, как в любом современном автомобиле. Подогрев стекла, камеры заднего вида. Ну, то есть то, о чем я считаю, что не стоит даже разговаривать, когда речь идет о таком интересном автомобиле. Естественно, есть проекция, ну и всем нам привычная система iDrive. Используется хорошее качество материалов, правильный руль, подрулевые лепестки располагаются именно на самом руле, а на нерулевой колонке. Достаточно удобные ручки, кнопки, все сделано с точки зрения эргономики очень правильно. Единственное, снова повторюсь, что я бы установил доводчики дверей на эту машину. В принципе, это вся информация о i8. Если вам понравился наш ролик, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, Инстаграм. И если вам нужна помощь в выборе автомобиля, обращайтесь в компанию Need Cars, то есть ко мне. Всем пока!